21 век. Век цифровых технологий. Это время стремительной глобализации, где информация передается быстрее не только скорости света, но и мысли. Электронные сообщения стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы все чаще признаемся в любви с помощью СМС, делаем политические заявления в Твиттере, но все же новые технологии лишь упрощают нашу жизнь, не заменяя полностью устную речь. И в то же время среди нас есть люди, по каким-либо причинам вообще лишенные возможности выразить речью свои мысли и чувства. Каково им в современном обществе? Чтобы понять всю суть этой проблемы, мы решились на дерзкий эксперимент. Меня зовут Шукшин Кирилл, мне 21 год. Я добровольно отказываюсь от речи на один день. Мне нужно будет общаться с людьми жестами и выполнять разные задания. Я не знаю, к чему это приведет, мне даже страшно. Но я думаю, что после этого я уже не буду прежним человеком. Мы придумали для нашего героя задание за определенное время добраться от пункта А в пункт Б. Кирилл будет передвигаться пешком, на автобусе и электричке. По пути ему нужно будет сделать некоторые покупки в магазине, узнавать время у прохожих. Чтобы усложнить герою задачу, мы заберем у него мобильный телефон и наручные часы. Теперь нашему герою остается надеяться только на свою смекалку. Посмотрим, сможет ли Кирилл выразить свои чувства без слов. Выдержит ли он сильнейшее эмоциональное напряжение. Человек может быть лишен речи по разным причинам. Инсульт, врожденные и приобретенные травмы мозга, социальная обстановка в первые годы жизни. Ученые делят проблемы речи на мутизм, афазию, алалию. Но, к сожалению, чаще всего люди не способны изъясняться устной речью из-за глухоты. По статистике, в мире живут около 360 миллионов людей с полной или частичной потерей слуха. Закрыв уши, мы словно попадаем в их мир, окутанный густым туманом. Многие глухие умеют немножко разговаривать голосом, то есть, не так хорошо и четко, как мы, но вполне понятно. Не все, некоторые вообще не говорят, только там какие-то нечленораздельные звуки издают, а некоторые прям разговаривают так неплохо.
Задумывался ли кто-нибудь из нас, что люди, лишенные слуха, чувствуют себя словно иностранцы, не знающие местного языка? Более того, привычный нам мир становится для них гораздо опаснее. Они не услышат шум приближающейся машины, голос, предупреждающий об опасности, сигнал пожарной тревоги. Кстати, некоторые глухие и слабослышащие люди сами вполне уверенно водят автомобиль. По правилам, такие водители должны приклеить на авто специальный знак «Глухой водитель», но на практике почти все игнорируют данное правило. Я первый раз, когда села в машину вообще с глухими, я так боялась, потому что они ехали, получается, на переднем сиденье сидел пассажир и водитель, и они очень энергично разговаривали на жестах между собой, и каким-то чудом еще умудрялись смотреть на дорогу и водить ее, машину вполне безопасно. То есть, они, конечно, уже привыкшие, но первое время мне было очень страшно, потом привыкла. В нашем эксперименте мы не лишили Кирилла слуха, но это не значит, что у него не будет проблем с коммуникацией. И первое задание для него – узнать точное время у прохожего. Неожиданно для съемочной группы Кирилл подошел к, как оказалось, настоящему глухому человеку. Наладить контакт им не удалось. Обман был раскрыт почти сразу. Люди, лишенные способности общаться устно, чаще всего используют язык жестов для коммуникации. Различные дактильные диалекты разрабатывались еще с начала XVIII века. Да и в современном мире визуальные образы и символы встречаются на каждом шагу. Есть жесты, которые имеют два значения, например. Так же, как у нас есть синонимы, есть омонимы и так далее. У них точно так же есть жесты. Допустим, одним жестом можно два слова показать, либо наоборот, двумя жестами одно слово показать. И то есть некоторые жесты приходится различать еще и по артикуляции, если оно там многозначное слово. К сожалению, у Кирилла не было времени выучить дактильную азбуку, поэтому ему приходится использовать жесты на уровне подсознания. Посмотрим, возникнут ли у него проблемы с покупками. Как оказалось, у нашего героя не возникло проблем с покупками в крупном супермаркете. Зато проблемы возникли у съемочной группы. Нам постоянно мешали снимать. И хоть режиссер и оператор могли объясняться устно, наладить коммуникацию с охраной нам так и не удалось. В современном мире у каждого из нас есть гаджеты, которые помогают нам в повседневной жизни. Мы легко можем набрать любое сообщение на экране смартфона, но гаджет может разрядиться в любой момент, и никто не застрахован от поломки или потери электронного устройства. Телефон как бы при себе всегда. Раньше это были блокноты, теперь телефоны.
Ну и опять же, сейчас есть всякие помощники для глухих, то есть есть программы для изучения языка жестов, а есть помощники для того, чтобы они именно могли общаться со слышащими, чтобы не печатать долго. Слышащий человек говорит в микрофон, у них выводится текст, и они точно так же пишут, и слышащему озвучивается текст. Эксперимент с покупкой показал, что проблемы с коммуникацией обычно не возникает, если человек точно знает, что ему необходимо купить. После нескольких часов съемок Кирилл все же попросил назад свой телефон. Мы разрешили отвечать ему на текстовые сообщения. Да, и это вполне входит в рамки эксперимента. Глухие люди активно используют социальные сети и мессенджеры. Но они очень много переписываются, но больше они любят общаться по видеочату. В очередной раз узнав время, мы поспешили на ЖД вокзал, чтобы купить билеты на электричку. Одна из существенных проблем провинциальных мегаполисов – доступность информации для неслышащих людей. Основную информацию о безопасности, а также расписание транспорта можно найти в письменном виде, но это не относится к экстренным оповещениям. В основном такая информация присутствует лишь в аудиоварианте. К тому же вы не обнаружите электронные таблицы в автобусах и электричках. За все время съемок у съемочной группы постоянно возникали проблемы в общении с главным героем. Мы часто не понимали его жесты и не разбирали его почерк на бумаге. Этот день стал испытанием не только для Кирилла, но и для всех нас. Как я буду часто, как я буду писать. К сожалению, в нашей стране катастрофически мало специализированных учебных заведений для людей с ограниченными возможностями. Более того, не хватает квалифицированных сурдпереводчиков и психологов. Не получив должного образования, таким людям очень сложно устроиться на работу. Многие буквально живут за чертой бедности. К тому же, многие слышащие боятся брать таких людей на работу, считая их неполноценными. Такое отношение в современном, цивилизованном мире не только неэтично, но и недопустимо. Современная наука не стоит на месте. Разрабатываются новейшие модели слуховых аппаратов. Поэтому, в отличие от людей, страдающих немотой, люди, пользующиеся слуховым аппаратом, вполне могут овладеть речью. Существенную роль в социальной адаптации глухих и немых людей должны играть их родственники. Люди с ограниченными возможностями не должны чувствовать себя одинокими и отрезанными от мира. Благодаря специально разработанным программам, немые и глухие люди становятся активными членами общества.
Мы наконец добрались до пункта Б, и настало время Кириллу выполнить задание. Все это время он учил дактильную азбуку, и теперь с помощью языка жестов он должен признаться в любви к родному городу. Итак, несмотря на все старания, наш герой таки не смог за один день выучить дактильную азбуку, что лишний раз доказывает, что это очень непросто. Наш социальный эксперимент подходит к концу. Кирилл провел в молчании весь день, и настало время выслушать его комментарии. Это был тяжелый день, эмоционально и физически. Когда я ощутил все эти проблемы на своей шкуре, я понял, что люди с ограниченными возможностями мужественные. У них есть силы жить радостной и полноценной жизнью. Мне хочется обнять свою маму. Я так благодарен Богу, что я могу сказать ей: «Я люблю тебя». Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 7. Конечно, благодаря этому фильму никто не изобретет лекарства от всех болезней, и мир не станет лучше и справедливее. Но лучше и справедливее можете стать вы, просто не отказывая людям в помощи. Все мы люди, и не нужно отдаляться друг от друга на космические расстояния. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin